Ипотека – вид современного рабства. Это херня полная. Приведет людей к тупику. Мне что делать? Ты будешь в приюте жить. И если ты за жизнь свою не создал пассивный доход, альтернатив, кроме ипотеки, навалом. Игорь, нужна ли квартира в ипотеку? Ты знаешь, ипотека выглядит как безобидная такая штука, да? Типа надолго взял, там потихонечку платишь и так далее. На самом деле это вид современного рабовладения. 15-20 лет, сколько там, ну вот насколько они там эту ипотеку берут. А пока они платят эту ипотеку, они возьмут еще какую-нибудь там ипотеку. Потом еще и дети их будут расплачивать. То есть они мало того, что сами становятся рабами в этой системе банковской, да, но они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть, а как еще? Вот мы так живем, вы так живете. На самом деле страшно здесь другое, что за время, когда ты привязан к этой плантации, да, ты на самом деле начинаешь испытывать страхи потери рабочего места, потери там, кредитной репутации и так далее. Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации, от этих выплат и так далее, что ты перестаешь думать рационально, так как тебе выгодно. Ты становишься зависимым, и контекст вот этого удержания на этой плантации тебя начинает быть для тебя главным. И это самый страх вот от этой вот ипотеки, которая наступает. Поэтому на самом деле все те, кто платит ипотеку, с кем я общался, они на любой вот момент, я говорю, а поедешь в другой город? Он говорит, в смысле другой город? У меня же здесь, в этом городе, вот ипотека. То есть, понимаешь, мобильная рабочая сила, все отсутствует. То есть ты привязан. Никогда не брать ипотеку. Вот что важно. У меня нету 7 миллионов рублей даже на самую минимальную квартиру в Москве. Что мне теперь, арендовать всю жизнь жилье себе? Альтернатив, кроме ипотеки, навалом. Взять в аренду квартиру и платить месячные платежи гораздо дешевле, чем взять ипотечное рабство, плюс вложиться все равно в ремонт, нести квартальные или там квартплатные вот эти все платежи. Если все это дело посчитать по кэш, по выплатам денег, то получается, что взять в аренду квартиру, просто вот в аренду, гораздо выгоднее. Вопрос, почему люди так не делают, это не потому, что они считать не умеют, как многие утверждают. Да нет, все люди еще умеют считать. Просто по воспитанию, по ментальным консервам, которые вот здесь вот в башке у людей, да, иметь свою квартиру — это некое сакральное, что-то. Это вот, а как еще? Надо иметь. И в этом большая проблема. Я сразу скажу, есть огромное количество людей, такого уже пожилого возраста, которые всю жизнь копили и построили домик там в какой-то деревне, дачку и так далее. А потом пытались эту дачку передать в виде наследства своим отрокам, да, которые говорят, слушайте, пожалуйста, не надо, мы не будем здесь жить, там, в этой деревне или в городке, неважно, не надо вам. И как расстраивались эти родители, они всю жизнь, да, работали, по кирпичику складывали этот домик, квартирку и так далее, передали. Ага. Правильно, потому что те, кто смотрит сейчас наше видео, они не рабы. Жить в этой норе, выкопанной кем-то до них. Нет, они автономные люди, они себе надо сами построить. Это первое, что я хотел сказать. Никогда не надо рассчитывать, что ты создашь что-то, и это кому-то потребуется. Срок полезного использования чего-либо сейчас приближается к нескольким годам, но может быть к 10 годам в лучшем случае. Все. Даже 10 это уже много. Почему? Потому что никто не знает, где ты окажешься через несколько лет. А уж через 10 тем более. А можете сказать, вот людей, которые нас смотрят, что именно нужно посчитать, какие показатели, чтобы понять, надо ипотеку брать или не надо? Итак, что нужно сопоставить? Нужно сопоставить исключительно кэш выплаты, денежные выплаты периода, месячного периода, и годового. Замечу, квартира или твой флэт, квартира, дом, не знаю, место, где ты живешь, следует воспринимать исключительно как то, где ты спишь. Подчеркиваю, не то, где ты живешь,
то, где ты спишь. Это очень важно для дальнейших размышлений. Потому что на самом деле, сколько времени ты проводишь в квартире? Посчитай. Ты доползаешь от рабочего дня до этой коробки, да? Там, что-то, если даже умылся, на самом деле я вижу, что ты вообще не умываешься, да, наверное. Ложишься спать весь в одежде, потому что, уставший, просто уставший, понимаешь? Если в каком-нибудь дальнем спальнике, еще Подмосковье, значит, эта квартира, ты 3 часа добирался, там, 2 часа, да, добрался, такой, лег спать. Утром, не выспавшись, ты опять там на транспорт, там, куда-то, там, на электричку и так далее. А дальше сравни альтернативы. Если ты взял ипотеку и привязал себя выплатами в банк, дальше сколько тебе будет стоить ремонт, сколько тебе будет стоить ежемесячные выплаты за эту чертову коробку, а дальше добавь следующее под знаком вопроса. Сколько тебе будет то, что ты не сможешь принять выгодное предложение по работе или по партнерству с кем-то. Неизвестно, сколько это стоит. Просто по знак вопроса это поставь, что это еще будет что-то стоить. И просто сопоставь 2 кэш-выплаты, 2 денежные выплаты. Но это шкаф для спанья, не следует принимать это как место для жизни. Мест для жизни гораздо более вкусных куча. Более того, бесплатных. Посмотри, сколько мест, парков прекрасных сейчас люди вкладываются, смотрите, где ты можешь проводить время с детьми, с семьей и так далее. Там все устроено. Приходи. Библиотеки, общественные места и так далее. Бесплатно. Зачем тебе благоустроенный шкаф для спанья, в котором ты говоришь, здесь у меня библиотека, здесь у меня все. И вот на стадии, значит, продажи ипотечного продукта тебе говорят, возьми побольше квартирку. Да ничего. Увеличь свои тактические выплаты, чтобы привязать себя нахрен и вообще не иметь время, чтобы пойти в этот парк с детьми, с женой, с друзьями. Плюс ко всему банки так красиво и умно подают рекламу, да, что платеж по ипотеке равен аренде квартиры, да. На самом деле это все не так, и здесь любой человек, обладающий финансовой грамотностью или простым математическим аппаратом, просто может проверить и убедиться в этом. У вас у самого есть квартира в собственности или дом? Да, это очень интересная история. У нас уже был большой бизнес с моим партнером Сергеем, и мы жили в общежитии там, где учились. И вот мы жили в этой общаге, значит, делали бизнес и так далее. И однажды приехал директор одной из наших фабрик, Александр Викторович Завьялов, и говорит, в смысле, я не понял, вы чего тут в общаге живете? Он говорит, не, парни, вам по статусу положено, значит, квартиру. Мы говорим, в смысле? Вы же владельцы компании, а я там директор. Вам надо квартиру купить. Надо так надо. У нас были деньги, но мы же продолжали жить в арендной комнате, у нас все было нормально. Но для статуса, для чего-то такого, мы купили квартиру. Смотри, какая разница, да? Одно дело, ты живешь и считаешь, что это должно так быть, и становишься рабом этого исполнения кем-то установленных таких правил, общественных стереотипов. Или второе, ты делаешь это на каком-то этапе, естественно, когда у тебя там и деньги есть, и все, ты просто, надо, сделал, то есть ты не паришься. И уж тем более не залазишь ни в какие там кредитные плечи или там кредитное рабство к банкам или еще кому-то. Ни в коем случае. Сейчас у меня есть даже несколько квартир. И ты представляешь, каждый раз, когда я подписываю эти счета на содержание этих квартир, да, я думаю, какого хрена? Продам я все квартиры, дом у меня есть, там буду жить. Я сейчас арендую квартиру, арендую ее всю жизнь. Потом мне 60 лет, я выхожу на пенсию, аренда квартиры стоит условно 50 тысяч рублей, а пенсия у меня 20. Мне что делать? Откуда ты взял, что у тебя пенсия будет 20 и вообще, откуда ты взял, что у тебя вообще будет пенсия? Видишь, вот эта проблемка, что люди исходят из каких-то ожиданий и надежд. А я тебе скажу, что такое надежда. Надежда — это попытка перенести шаблоны прошлого в будущее. Это херня полная. Да? Поэтому не будет у тебя никакой пенсии. Вообще ни у кого через 30 лет не будет пенсии. И если ты за
жизнь свою не создал пассивный доход, ну, тогда ты будешь в приюте жить, ну, там, где кашу дают, там, за 3 рубля. Вряд ли тебе дадут погибнуть, поэтому не рассчитывай на пенсию, не надейся и так далее. И вот эти все устаревшие эти, слушай, там, на Бога надейся, что там, а сам не плашай, в смысле надейся? Не надо на пенсию надеяться, на Бога не надо надеяться, создай себе при жизни какой-то актив, который будет давать доходы. А теперь смотри, как это отличается от пассива, что квартира, за которую ты постоянно платишь бабки, и может быть даже ты в ней не живешь, потому что ты ее взял в другом городе, платил ипотеку, а сейчас работаешь в другом вообще городе. Ты выплачиваешь деньги, странно, да? Я тебе говорю, создай актив, который несет тебе деньги, и живи в любом месте. Сейчас, на пенсии, неважно, да? Все наоборот. Поэтому задача для тех, и задание, я бы так сказал, кто смотрит сейчас это видео, поставить себе вот такой вот большой знак вопроса. А они точно понимают, что им, надо выполнять шаблоны прошлого, которые до них кто-то когда-то придумал? Точно? Я гарантирую, что выполнение этих шаблонов приведет людей к тупику.